Я приветствую вас, представители знака зодиака Скорпион. Таро прогноз на 10 дней, на декаду. Узнай будущее, к чему все идет. Давайте заглянем в будущее с 1 по 10 февраля и останемся реалистами, поскольку любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я искренне надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какой-то альтернативный вариант вы для себя сумеете просчитать. Итак, что же будет меняться с первых дней февраля? В самом начале февраля, точнее с последних дней января, планета Уран, где находится экзальтация вашего знака, это то, что вы можете проявить свои таланты, свои лучшие качества по максимуму. Хотя для других этот период может быть достаточно сложным, поэтому тут может быть сопряжено с тем, что каждый из нас воспринимает по-разному. Вот если говорят, нет чего-то однозначно плохого или хорошего. Все случается для чего-то, имеет свой внутренний смысл. И многое зависит от нашего восприятия. Так вот, люди могут воспринимать по-разному, поэтому будьте где-то снисходительны. Уран теперь в прямом движении, был до этого в ретро. И это может означать, как метаморфозы, которые происходят вокруг нас. Может открыться какая-то тайна. Вы можете узнать информацию, новость. 10 дней – небольшой срок. Но именно в эти 10 дней мы понимаем, что стоим на пороге перемен. Это как между прошлым и будущим. Но прошлое уже завершается, а будущее еще пока не отстроилось, словно не родилось. Давайте узнаем. У нас сегодня две колоды, и первая – это Ленорман. Мы не задаем вопросов, позволим картам раскрыть последовательность событий. Узнаем будущее. Для вас, Скорпионы, первая карта. Что будет меняться или что произойдет в эти 10 дней, чем придется или сами захотите наиболее активно заниматься. И на колоде Таро, прекрасная колода, которую прорисовал Чиро Маркетти, мы достанем первую карту «Неожиданность». Пусть это будут приятные сюрпризы. А вот вторая карта, мы назовем ее «Колесо фортуны». В чем ваша фортуна? В чем вам повезет? Что исполнится в эти 10 дней или что вы сумеете организовать? В чем ваша сила? И по основным сферам жизни. Сфера ваших достижений, дела, работа, бизнес. У кого-то учеба, у кого-то документы. Энергия денег, любовь и личная жизнь. И карту совет достанем и откроем в самом конце. Давайте будем узнавать, что же там за события. Много общения. Карта сад. Но и много новостей в этот период в целом. Может быть, многие люди новые пытаются войти в вашу жизнь. Это ваша, может быть, заинтересованность изменить свой круг общения, пересмотреть и ближайшее далекое окружение. Может быть, вы ищете какую-то информацию, но в принципе по саду это есть какое-то согласие. И даже если информация какая-то разрозненная, разношерстная, значит, вы сумеете выудить положительное или рациональное зерно. Или вам придется, даже если анализировать, что говорят люди, вы тоже тут остаетесь довольным. В целом, это когда хорошее настроение у вас будет в эти 10 дней, мои дорогие скорпионы. Давайте посмотрим, что еще. Хочется общаться. Карта женщина. Это карта персональная. И для мужчин это может означать важная женщина в вашей жизни. Это может быть то угодно. Может быть и ваша мама, может быть ваша любимая женщина, партнер по браку или женщина-друг. Для кого-то из вас это может быть руководитель. Это ключевая какая-то персона именно женского пола. И для кого-то, опять же, это будут означать конкретные контакты или какие-то дела, а для кого-то это мысли о ней. И такое тоже может быть. Для вас, мои дорогие девочки, ваше желание в центре и ваших интересов, ну и, наверное, как возможности. Вы сумеете многое согласовать, вы сумеете, может быть, какой-то свой план, намерение или даже мечту осуществить первые шаги. Будете вы больше тут на своей волне, но вы можете быть притягательны. Притягательны для противоположного пола. Притягательны вообще, в принципе, для людей, поскольку аркан сад. Кто-то вас словно заметить может в этой толпе или среди нашего
мира, какой-то неразберихи, вот именно вас выделит. Возможно, вам захочется расширить диапазон своего общения, и здесь могут приходить как и новые люди, так и новые знакомства. Ну, а кто-то будет заниматься делом, такое тоже вполне вероятно. Но значит, дело какое-то важное именно для вас, когда вы ищете информацию или, может быть, партнеров по делу именно, или какие-то нужные вам контакты. В принципе, скучать будет некогда. Но положительная динамика этих 10 дней. Давайте посмотрим, что еще. Для кого-то из вас, как узнай будущее, вы задумаетесь на самом деле, если вы один или одна, а стоит ли продолжать это одиночество. Для кого-то из вас будет вопрос стоять о жилье, о месте вашего пребывания. Вы можете получить приглашение от кого-либо в гости, или вы узнать можете новость, что к вам кто-то в гости собирается. Но правда, вот контакты, информация, новости, люди, какие-то переговоры, может быть, важные соглашения. Но я не могу сказать, что эти соглашения однозначно подписаны, если это будет касаться важных бумаг. Я и не исключаю этого, но и не утверждаю, потому что все 3 карты нам не говорят о том, что мы что-то делаем наверняка. Но, может быть, как расширить собственный горизонт возможностей, вот это прекрасное время. Для кого-то из вас станет вопрос, как желание ваше переехать куда-то далеко. Может быть, вы со своим любимым человеком находитесь на расстоянии, и тогда вы будете договариваться о встрече. Вот тогда вы даже, возможно, по аркану сад, это будет означать посещение каких-то инстанций, переговоры, как мне лучше получить, может быть, визу или какой-то документ. Или, может быть, для одного документа вам понадобится еще предыдущих 5, а то и 10. И тогда вы тоже будете, ну, где-то заняты перемещением по инстанциям и сбором документов или сбором информации. Вам захочется для себя с большими плюсами обустроить именно то, что важно вам. Или, если меня смотрят мужчины, вам может захотеться очень познакомиться не просто с какой-то персоной, женщиной, девушкой, а познакомиться поближе. Это вы можете одну увидеть словно в толпе, и будете искать с ней контакты. Или, может быть, даже если вы случайно знакомитесь, я этого тоже не отрицаю, занимаюсь какими-то своими делами именно по части работы или отправляясь в какие-либо инстанции. Есть какие-то у вас задумки, но тут тоже может состояться знакомство. Или важные контакты с человеком, который, может быть, вам помогает решить какой-то вопрос или по части недвижимости, или по части дома, или то, что касается, кстати, а, какой-то личной истории, может быть, и связанная с родственниками, может быть, далекими родственниками. Давайте откроем 4-ю карту. Хочется однозначно скорпионом что-то сделать наверняка. И вы будете в первую очередь, много контактов, 1-я карта, да, сад говорит. Карта лилии говорит об искреннем общении. И, может быть, вы среди вот этого сада, среди толпы людей ищете буквально партнерские и искренние отношения. И вполне вероятно, этот контакт состоится или встреча состоится. Или если у вас уже есть партнер, но по каким-то причинам вы не вместе, вот здесь может проиграться расстояние, когда двое любящих людей на расстоянии. Тогда вы будете делать все, чтобы как можно быстрее встретиться. Может быть, и партнер делает тоже все для того, чтобы быстрее встретиться с вами. И здесь у каждого по-разному. Но есть вот искренние отношения все же по аркану лилии. Конечно, у кого-то проиграется это по части работы или вашего бизнеса. Вам нужно знать какую-то правду. Или вам не хочется больше ошибаться. И поэтому вы неторопливы где-то, это правда. Но есть определенные желания, намерения, цели, и вы к ним идете. Нет преград на вашем пути. Давайте узнаем, что же говорят карты Таро. Спокойное течение жизни, я бы сказала так. Понятно, у кого-то какие тут свои, у каждого вопросы, но это не есть какая-то, как точка преткновения, когда уперлось какое-то дело, ну, буквально в стену. И вы не знаете, преодолеете вы эту стену или нет. Так вот, у кого-то для вас будет означать паш пентаклей, новые способы заработка, кого-то из вас заинтересует обучение, для кого-то действительно проиграется как новые отношения и возможность с человеком, который намного моложе вас.
Могут приходить неожиданные новости и от детей тоже. Или для вас может быть очень какой-то удачный момент, может быть, случайно в разговоре кто-то обронит фразу или скажет нужные слова, а вы люди интуитивные, вы услышите эту информацию. Будьте внимательны вообще к информации. Тут, правда, кто-то может невзначай, ну, знаете, как высказать свое мнение, или просто вы услышите буквально краем уха какой-то разговор, и он будет вам полезен. Через общение к вам приходят новые возможности в неожиданностях, если мы соединим Аркан Сад и Паш Пентаклей. И это будет во благо. А для кого-то это будет новая возможность заработков. Вот такое тоже не отрицаю. В чем же ваша фортуна, мои дорогие скорпионы? В деньгах конкретно, в самодостаточности. Может быть, вот эта ключевая персона женщина, пусть выпадает карта, и для девочек это будет означать, это вы сами, ваша задумка, и как вы вот видите этот процесс, что вы хотите осуществить. Не бросайте какое-то начатое дело, только лишь потому, что сейчас оно, допустим, не так движется быстро, как вам бы этого хотелось. Мои дорогие мужчины, вам конкретно для согласований каких-то может помочь женщина. Даст ценный отдельный совет или подпишет какие-то документы, может быть, сам чиновник, именно женщина. Такое я тоже могу допустить. Но в любом случае у вас сейчас очень благоприятный период. Девятка пентаклей, карта самодостаточности. Да, карта, кстати, не совсем она про социум, несмотря на то, что вам выпала карта Аркан Сад. Вы здесь действительно на своей волне. Иногда эта карта говорит о человеке, который на некоторый период замыкается в себе, ну, практически как одиночка. Ну, я надеюсь, все правильно понимают. Не одинокий человек, а именно одиночка. Кому в согласии с собой и одному наедине очень хорошо. Ему никто не мешает. Он удачлив в бизнесе, он удачлив в делах. У него все идет по плану, а если что-то не по плану, откорректирует он какие-то мелкие детали. Здесь, в принципе, тот человек, который доволен собой. И для кого-то из вас вы должны принять сами какое-то либо решение, либо, понятно, мы надеемся здесь сами на себя. Не слушайте какие-то подсказки, оставайтесь верны себе. Вот в этом ваша буквально фортуна. И может прийти новость или, как я говорила, фраза, услышанная вами, и именно вы видите выход или из создавшейся ситуации, или как продолжать какое-то дело, или как правильно поступить. И, мои дорогие скорпионы, больше кроме вас не видит никто. Нужно оставаться верным своим принципам. Это в этом буквально ваша фортуна. Но на деньги это тоже проигрывается. Для кого-то проиграется как получение даже крупной суммы денег. И если вами была проделана работа, а деньги по какой-то причине задерживаются или задержались. Дела, работа, бизнес и достижения. Вы знаете, вот правда, недаром карта, наверное, как фортуна для вашей самодостаточности, для вашего успеха. В эти 10 дней вы можете сделать что-то хорошо. Но этих возможностей может быть не одна, а 7. Или 7 каких-то направлений, или 7 разрозненных новостей. Выбирать придется что-то одно. И где-то карта говорит о том, что с этим выбором, с одной стороны, спешить не нужно, но и затягивать какую-то прокрастинацию, то это тоже нет. Потому что тогда наша где-то нерешительность может перейти, как мы упустили время, или в итоге мы получим иллюзорный успех. Давайте я достану еще одну карту. Семерка любая будет говорить о, конечно, нашей неторопливости. Но по части неторопливости у каждого свой срок. Чего это может касаться, если мы говорим сфера ваших достижений? А тут, правда, возможность. И, наверное, вот из этих 7 кубков вам нужно выбрать один. Один туз пентаклей. Всегда возможность. Это как помощь высших сил. Это как мы имеем один пентакль и можем посадить его в землю, и в последующем вырастет денежное дерево. Здесь может быть очень какая-то важная информация среди вороха новостей. Или, в принципе, вам контакты будут полезны, потому что именно через контакты, повторюсь в очередной раз, или через какие-то новости, общение, к вам приходит нужная мысль. И, может быть, этот выбор вам будет сделать легче. Но это, скорее всего, будет касаться именно вашего благополучия и денег. Здесь по части самодостаточности ваших побед какая-то может быть перезагрузка, и иногда по тузу пентаклей мы действительно меняем, корректируем наши планы. И, собственно,
Паш Пентаклей как раз об этом и говорит. Неожиданно вы можете даже изменить свои планы, потому что того требует либо время, либо обстоятельства. Что же на деньги? Хотя деньги есть, деньги будут. И карта двойка жезлов, она говорит о том, что какая-то прежняя ситуация, она вам уже знакома, но она могла затянуться. Или вот как с этой семеркой кубков. Вроде как выбор нужно делать, а мы не решаемся, что же выбрать. Так и буквально и направо, и налево пойти у нас тоже не получится. Посмотрите, у вас в сфере ваших достижений есть ситуация выбора, но прекрасное время, потому что словно высшие силы вам помогают или приходит нужная информация. Для кого-то из вас и деньги приходят тоже, деньги как бы есть, но, может быть, вы их планировали на что-то потратить. Здесь вы можете тоже планы поменять. Здесь могут быть инвестиции в самого себя, потому что что-то на пороге у вас стоит более значимо важное. Я не могу сказать, что в эти 10 дней будут проходить какие-то грандиозные перемены по части денег. Все же двойка, она говорит о том, что как было прежде, оно где-то и сейчас происходит. Но определиться вам с чем-то, может быть, по части вложений или по части, как я уже говорила, инвестиций, будет важно в эти 10 дней. Давайте откроем, что же за энергии у вас на личную жизнь. И если для кого-то из вас, мои дорогие скорпионы, прежде была грустная история, она словно вас может держать в тисках, вы снова и снова о ней вспоминаете. Это то, чего нет. Но то, что мы предполагаем, когда-то случилось, и вдруг это произойдет еще раз. А карта нам говорит, нет, этого не произойдет. Ты сейчас теряешь время. Открой глаза, реальность, она иная. Не устраивайте себе глубокую философию. Совершенно не крупная карта. Давайте мы достанем дополнительную карту. Здесь может быть, кто знает, и правда знакомство. А вы можете, ну, где-то начать анализировать ваши отношения. Или вы ищете искренних отношений. Но все же карта тогда будет говорить, обжегшись когда-то на молоке, не стоит дуть на воду. И не стоит замыкаться, не стоит себя превращать буквально в отшельника только лишь потому, что какая-то прежняя история для вас бы окончилась или была со знаком минус. Что же это в эти 10 дней личная жизнь и любовь для вас? Еще одна девятка, правда, нерешительность. Ты не должен. Вот, кстати, по девятке жезлов. Это карта великой мощи. Нам всегда дают совет, эту силу нужно употребить очень грамотно. С одной стороны, мы чего-то не должны упустить, а с другой стороны, мы не должны попасть в просак. Но, понимаете, вот смотрите, практически элемент или период ожидания есть во всех сферах жизни. Спокойное течение жизни, много общения, я об этом говорила в самом начале. Есть четкие какие-то планы. Может быть, это вы на самом деле такой период в 10 дней, когда вы каждого человека будете рассматривать то в бинокль, то в микроскоп, и поближе, и подальше. Что от него ожидать? Вы пытаетесь проанализировать, ну, в принципе, как через отношения будет, к примеру, строиться ваша работа или бизнес, или какие-то достижения, или согласования, так и по части личной жизни вы можете именно сомневаться в ком-то. Потому что прежняя история, ну, есть, по крайней мере, карты об этом говорят, не все вас радует. И вот эта неторопливость, но все же девятка жезлов уже говорит о том, что мы можем слишком долго или из-за того, что мы глубоко погрузились в эти размышления, упускать уже время. Давайте достанем еще одну карту. Что же в эти 10 дней? Но все же решение какое-то нужно принять. И если вы сейчас один или одна, нужно принять решение выходить из этого отшельника буквально, из этих заборов. Или буквально для кого-то из вас это карта девятка мечей, еще мы ее называем карта бессонницы или инсомнии. И для кого это актуально, если есть такой недуг, надо продумать, что с этим делать. Если это длится и перешло уже в хроническую форму, может быть, есть смысл обратиться к специалисту. Ну, для кого-то достаточно будет прогулки перед сном и, может быть, не смотреть новости или какие-то захватывающие передачи, чтобы сон был нормализован. Но есть еще и по девятке жезлов, когда что-то вы должны продумать. Или вы хотите, к примеру, оформить ваши отношения. И здесь тоже есть какая-то заминка, когда вы не должны просчитаться, но и упустить время. Здесь может прийти, если вот смотрите, у вас два туза. Может быть, это вы, мои дорогие скорпионы, словно ждете подходящего момента. И если туз пентаклей и туз жезлов,
по сути дела, и создают вот этот выбор, мне направо или налево. Вот вы можете подобный какой-то вопрос решать. И у кого-то из вас он будет пересекаться со всеми тремя сферами жизни. Давайте узнаем карту совет. У вас действительно сильная позиция, аркан силы. Для кого-то это проиграется картой женской силы напрямую, когда вот мои дорогие девушки, женщины, это ваша притягательность, и вы в центре внимания. И это, с одной стороны, может свидетельствовать о том, что вы можете воплотить свою мечту. Но это первые только шаги, поэтому нужно что-то и просчитать. Но и отказываться от чего-то нет, потому что у вас сильная позиция. И если меня смотрят мужчины, проявите дипломатию, может быть, об этом тоже говорят. И с другой стороны, как совет, не упустите какое-то важное либо знакомство, либо это те контакты с тем человеком, которые уже у вас имеются. Это может быть та женщина, которая вам очень интересна. Тогда продолжай, говорят. Будь внимателен, но не отказывайся от чего-то, потому что встреча может быть судьбоносна. Или человек по судьбе. По судьбе это не значит, что мы завтра идем под венец, отнюдь нет. Но может быть это как хорошая добрая дружба, искренние отношения, а может быть и интерес в плане бизнеса. И может быть это лицо противоположного пола, с кем построиться как раз очень доверительные и плодотворные отношения по части заработка и продвижения бизнеса или работы. Здесь есть среди вороха контактов какое-то важное ключевое лицо, одинаково, как и для девушек, женщин, так и для вас, мои дорогие мужчины. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.